Привет, друзья! На моем канале вышли ролики о Scourge Project, наследниках, питомцах, союзниках. Но почему-то не вышли ролики на билды для классов. Моя вина? Каюсь. И спешу исправиться, и по просьбе подписчика преподношу для вас гайд на иллюзиониста, или как я его называю, арканолог. Но перед началом поставь лайк, подпишись на канал, это мотивирует меня дальше делать ролики. Также с учетом отключения монетизации, поддержать канал вы можете с помощью Donation Alerts, ссылка будет в описании. Налейте чай, кофе, приготовьте вкусняшки, на связи Нелла, и мы начинаем. Немножко поговорим о данной профессии, что она из себя представляет. Данный класс использует дальнобойную автоатаку, преждевременно ее усилив с помощью бафов своих карт. Также этот класс использует иллюзии для усиления себя и своих атак. А для того, чтобы получить бафы, вам нужно накапливать шкалу звездной силы. Тогда вам откроется умение для усиления. Основной стихией является ветер. Поговорим о плюсах и минусах. Из плюсов выделю: хорошая дальность атаки, хорошая скорость атаки, имеет хороший контроль за счет куба, имеет способность для сейва в случае опасности. Минусы же: довольно тонкий класс, требует четкой комбинации умения, иначе потеряете в уроне. Способность для сейва срабатывает в случае, когда ваше здоровье опускается до критического уровня или вы попали в контроль. Теперь посмотрим на оптимальную комбинацию ядра для данного класса. Для того, чтобы понимать, какие атрибуты наиболее важны для нас, мы обратимся в меню профиля, в котором в области, где указаны все параметры, нам будут отмечены наиболее важные атрибуты. Из всех знаний, что мы получили, комбинация ядра выглядит следующим образом для сбалансированного урона: 9 камней огня, 5 камней воды, 2 камня ветра. Или это вариация для лучшего ДПС: 9 камней огня, 5 камней ветра и 2 камня воды. Разберем способности. Фокус. При использовании будем получать рандомный эффект, который будет улучшать наш показатель нанесения урона, а также восполнять звездную силу. Побег. Способность для сейва срабатывает, как и говорилось ранее, в случае, когда вы попали в контроль или ваш уровень здоровья на критическом уровне. Трюк. Призывая две иллюзии, данная способность потребляет звездную силу, за счет этого увеличивает длительность существования иллюзий. Возможно призывать 3 иллюзии в случае выпадения бафа ветра со способности подарок судьбы. Такого кубика. Способность массового контроля затрачивает 100% звездной силы. Данной способности нельзя сократить перезарядку. Подарок судьбы. При применении данной способности вы будете получать бафы стихий. Огонь повысит ваш урон и сбрасывает перезарядку кубика. Вода восполнит звездную силу и ваше здоровье. Ветер добавит еще одну иллюзию к способности трюк. Земля повысит вашу защиту, а дух даст вам главенство и эффект попадания. Теперь перейдем к настройке крови для ПВЕ и ПВП. Для ПВЕ берем 1000 лиц для повышения урона за счет иллюзий. Власть для увеличения урона и восполнения звездной силы. Подарок судьбы для экономии той же звездной силы и усиления эффектов. И понтиф для увеличения пробоя во время существования иллюзий. Что касается родословной, то она выглядит следующим образом. Основную ветку улучшаем вторую. Она дает нам защитные показатели, а также увеличение урона за счет звездной силы и увеличение крита. В первой же ветке берем повышение урона от иллюзий, а также улучшение способности фокус для получения редкого эффекта. Если хватит очков улучшения, левую ветвь улучшаем до конца. В третьей же ветке акцентируем внимание на центральную и правую ветвь. Они дадут нам повышение крита и улучшение навыков. Для ПВП. Что касается крови, оставляем 1000 лиц и корону. Власть меняем на хитрого зайца для получения защиты и невидимости. Понтиф меняем на глупца, повысит длительность главенства на 5 секунд и наше уклонение на 30% от способности побег. Что касается родословной, основной веткой уже служит первая, ее мы улучшаем полностью до финального таланта. Во второй же берем понижение урона и увеличение атаки за счет звездной силы, а в третьей же полностью улучшаем правую ветвь для получения щита. Центральный талант для увеличения крита, и в левой ветви улучшаем таланты, которые усилят способность оковы кубика. При наличии свободных очков стоит прокачать данную ветвь до конца. Бонусом разберем комбинацию навыков. Выглядит она следующим образом. Трюк, фокус, восполняем звездную силу на 100%, подарок судьбы. В случае, если выпал баф огня, используем оковы кубика.
и дальше по новой. Способность побега используйте ситуативно при необходимости. На этом гайд по иллюзионисту заканчивается. Можно было бы поговорить о союзниках, но, к сожалению, у большинства игроков, и тем более у новичков, большинство будет отсутствовать. Поэтому лучше будет использовать то, что имеете на данный момент. На этом все. Спасибо за просмотр, а я вам напоминаю, поставь лайк, подпишись на канал, это мотивирует меня и дальше делать для вас видеоролики. Также поддержать канал можно чеканной монетой, так как YouTube отключил монетизацию и в дальнейшем не смогу получать доход с него. Ссылка на Donation Alerts будет в описании. До скорых встреч, пока.